Привет, друзья! Вы на канале MBS Electronics. Итак, свершилось чудо. Первая посылка из Китая с AliExpress в Турции. Здесь, в Турции, на почту ходить не надо. Вам всегда приносят посылку домой. И почтальону мне пришлось заплатить по счету там 100 турецких лир. Это таможенная пошлина. Здесь помято с краю. Скорее всего, ее открывали на таможне, смотрели, оценивали, сколько можно взять денег, пошлины за нее. Я нахожусь в Анталии, а посылка пришла из Стамбула. То есть изначально она была растаможена в Стамбуле, потом приехала сюда, в Анталию. Доставка по Турции внутри страны происходит очень быстро. Из любого турецкого города в любой другой турецкий город это максимум 2-3 дня. Итак, друзья, у нас сегодня на обзоре вот такой маленький, карманный, но очень интересный девайс. Такой маленький комбайн 2 в 1. В первую очередь это тестер различных электронных компонентов, который поможет вам определить параметры и цоколевку довольно большого перечня различных электронных компонентов, ну, исключая, конечно же, микросхемы. Транзисторы, тиристоры, диоды, светодиоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности. Кроме того, это еще и маленький одноканальный осциллограф с цветным экраном, который предоставляет вам основные, так сказать, базовые функции осциллографа. Также здесь есть тестовый генератор прямоугольных сигналов с возможностью регулировки скважности, возможность измерения температуры с помощью датчиков 18B20, возможность измерения влажности, если у вас есть соответствующий датчик влажности. Кроме того, мне очень понравилась функция измерения напряжения стабилизации стабилитронов до 22 вольт. Там внутри есть преобразователь напряжения и можно тестировать стабилитроны. Это реально такая довольно уникальная функция. Прибор можно заказать в базовой комплектации с 3 кабелями, это чуть дешевле, и в максимальной комплектации, в которую входит еще осциллографический, такой стандартный осциллографический кабель с делителем напряжения 1 к 10. Для зарядки устройства и для обновления прошивки в комплекте USB кабель, кстати, USB Type-C, что очень классно, я считаю. Емкость встроенного литий-ионного аккумулятора 1,5 ампер-часа, что тоже довольно много и хорошо, вам хватит надолго автономной работы. Для обновления прошивки достаточно скачать файл прошивки с официального сайта, подключить устройство к компьютеру через USB кабель, и вы увидите новый диск у себя в компьютере, и просто нужно этот файл закинуть на этот новый диск. Я зашел на сайт производителя, но пока что там обновления для этого прибора не нашел, потому что продукт совершенно новый. Надеюсь, что в будущем, конечно, обновление появится, потому что приборчик довольно хороший, удобный и полезный. Включаем прибор нажатием на красную кнопку включения питания. Попадаем в меню загрузки. Здесь у нас два варианта, либо тестер радиокомпонентов, либо осциллограф. Это два основных режима работы прибора. Входим в режим тестера. Для того, чтобы из этого режима войти в режим осциллографа, еще раз вот так нажимаем кнопку. Выключать питание не надо и попадаем снова в это основное меню. Таким образом можем войти в режим работы осциллограф. Давайте снова переключимся в тестер и попробуем потестировать различные радиодетали. В настройки прибора можно войти только из режима тестера, нажав клавишу меню. Попадаем в главные настройки. Здесь можно изменить яркость экрана, громкость звукового сигнала, который озвучивает нажатие на кнопки. Также можно выбрать язык, доступен пока что китайский и английский, и можно включить либо отключить режим автовыключения питания. Следующий экран меню — это даже не настройки, это несколько дополнительных функций. Давайте переключимся. Здесь можно измерять напряжение до 16 вольт, можно измерять температуру и влажность, и можно тестировать стабилитроны. Также здесь можно изменить скважность тестового сигнала. Кроме того, в этом меню есть функция звуковой прозвонки цепей, как это мы делаем обычным мультиметром. Следующий экран меню — это такое небольшое разъяснение по основным функциям, типа Help. И последний экран — это информация об устройстве, то есть информация о версии прошивки. Это то же самое, что мы видим во время включения прибора. И если снова нажать кнопку «Тест», мы попадаем в первый экран меню и так по кругу.
Давайте попробуем что-нибудь протестировать. Транзистор BC548. Включим гнезда 1, 2 и 3. Главное, чтобы электроды транзистора подключались к разным гнездам. Нажимаем тест. Через какое-то время у нас появляются на экране параметры транзистора. Видим коэффициент передачи транзистора в схеме с общим эмиттером. По сути, это коэффициент усиления. Дальше ток коллектора, на котором производились измерения. И напряжение база-эмиттер. По сути, это падение напряжения на эмиттерном переходе. Также прибор показал нам структуру транзистора. В данном случае это транзистор NPN. Также мы определили цоколевку транзистора. Видим, что к контакту номер 2 прибора подключена база транзистора, к контакту номер 3 подключен коллектор и к контакту номер 1 подключен эмиттер нашего транзистора. Транзистор BC556. Это транзистор прямой проводимости, что мы здесь и видим. Структура PNP, коэффициент передачи или коэффициент усиления у него 616, что очень даже неплохо, хороший транзистор. Вот таким образом мы можем производить подбор транзисторов по параметрам. MOSFET транзистор IRF9530. Опять же определяем цоколевочку, к какому разъему подключен какой электрод транзистора. Тип транзистора, падение напряжения на защитном диоде. Также видим напряжение включения транзистора, параметр емкость затвора и сопротивление транзистора в открытом состоянии, то есть сопротивление на участке исток-стоп. Это у нас какой-то диод. Можно подключить вот так. В случае с диодом видим просто цоколевочку его, где у нас анод, где катод. И падение напряжения на диоде 657 милливольт. Это у нас вот такой конденсатор на 10 нанофарад. Давайте попробуем проверить его. Да, 10,1 нанофарад, то есть 10 тысяч пикофарад. Второй такой же конденсатор. Немножко отличается емкость. Электролит на 22 микрофарада. Немножко подготовим его выводы вот так. Подключим конденсатор. Вот фактическая емкость. Кроме емкости, прибор также показал напряжение потерь конденсатора. Это сейчас такой модный параметр, который характеризует качество конденсатора. Чем эта величина больше, тем хуже конденсатор. Конденсатор на 10 микрофарад. Давайте также вот так по диагонали, мне нравится подключать кондеры. 11,5 микрофарад. Конденсатор сравнительно большой емкости, 1000 микрофарад на 16 вольт. Давайте подключим его вот так вот сюда. Маленький керамический конденсатор на 100 нанофарад или 0,1 микрофарады. Обычно такие кондеры используются как блокировочные. Так его подключим. Так, это волосы от моей кошки. Показывает, что фактическая емкость у нас на 30% меньше, чем номинал. Видите? 70 нанофарад фактически. Есть у меня еще такой один конденсатор. Давайте еще один такой конденсатор из той же серии проверим. Да, такая же история. Емкость заниженная. В принципе, для своей цели конденсатор пойдет в качестве блокировочного по питанию. Вот такой конденсатор желтого цвета, небольшой емкости, по номиналу на нем написано 1,8 нанофарада. Давайте проверим. Ну вот здесь точно, смотрите, емкость соответствует тому, что написано на конденсаторе. Ну, с какой-то точностью соответствует, немного больше номинала. Второй такой же конденсатор. Ну, здесь та же самая история. Таким образом мы можем подбирать детали для какой-то нашей конструкции, смотреть, исправна ли деталь, соответствует ли его фактическая емкость номиналу, тому, что на нем написано. Попадаются радиокомпоненты, на которых стерта маркировка.
Тогда с помощью этого прибора мы можем определить вообще, что это за деталь. Бывают какие-то неизвестные транзисторы. Транзисторы со стертой маркировкой. Точно так же, взяв неизвестный транзистор, вообще, который вы не можете найти ни в справочнике, либо транзистор, на котором ничего не написано, маркировочка стерта, мы можем сюда установить и посмотреть параметры этого транзистора, определить его цоколевочку, что это за транзистор, и принять решение, можем ли мы использовать этот транзистор в какой-то нашей конструкции. Резистор, давайте попробуем подключить сюда резистор с сопротивлением 1 кОм по диагонали. Подключила я его, вообще без разницы, в какие гнезда включать, лишь бы это были разные гнезда. Пусть они здесь продублированы, 1,1, 2,2, 3,3, 3,2. Главное, чтобы мы не подключили в 1,1 или там 2,2. Тогда, естественно, прибор у нас ничего не покажет. Проверяем резистор. Фактическое сопротивление резистора 997,3 Ома. Светодиоды разного цвета. Возьмем синий светодиод. Подключим в контакты 1 и 2. Емкость PN перехода светодиода 6 пикофарад. Падение напряжения на светодиоде у нас 2,65 вольта. Давайте попробуем красный светодиод. Светодиоды разного цвета физически отличаются друг от друга. То есть кристалл у них немножко другой структуры. Он состоит из других материалов. Поэтому падение напряжения на светодиоде красного цвета у нас отличается. У нас около 2 вольт, то есть 1,9 фактически, если округлить. Уже здесь падение напряжения меньше. Здесь он нам не показал емкость. Видимо, емкость пренебрежительно мала для этого прибора. Поэтому ему просто нечего показывать. Ну и остался у нас зелененький светодиод. Он самый тусклый. Здесь прибор показал емкость. Емкость перехода 2 пикофарада. И падение напряжения чуть-чуть выше, чем у красного светодиода, 1,95 вольта. То есть фактически 2 вольта. Давайте еще раз помигаем. Да. Давайте попробуем проверить фоторезистор. Как известно, сопротивление фоторезистора зависит от его освещенности. Вот сейчас фоторезистор у нас освещен комнатным освещением. Комнатный свет. Сопротивление 1521 Ом, то есть 1,5 кОм. Закрываем пальцем фоторезистор и делаем тест еще раз. Видим, что сопротивление увеличилось, стало 9,5 кОм. Это его темновое сопротивление, то есть это фоторезистор на 10 кОм. Когда маркируют фоторезисторы, указывают именно темновое сопротивление. Давайте посветим на фоторезистор ярким фонариком вот таким и сделаем еще один замер. И смотрим, насколько меньше стало сопротивление. У нас 58 Ом. Можете посчитать, во сколько раз уменьшилось сопротивление при освещении ярким фонариком. Если нам необходимо проверить какую-то деталь, которую невозможно подсоединить сюда, в этот разъем, для этого есть специальный вот такой кабель. Вернее, даже просто 3 провода разного цвета. Подключаем эти провода вот сюда, вместо нашей детальки. Вот таким вот образом. И здесь у нас есть 2 зажима. Можем точно так же подключить сюда конденсатор или какой-то большой конденсатор, например, большого размера электролитический конденсатор или какую-то другую крупногабаритную деталь, и произвести его проверочку. В основной комплектации идет еще вот такой провод универсальный с 2 крокодилами. И вот с таким разъемом, который мы можем подключать в одно из гнезд на верхней панели прибора. Первое гнездо – это вход напряжения. Можно использовать этот прибор как вольтметр с диапазоном напряжения от 0 до 16 вольт. Это у нас выход тестового сигнала широтно-импульсной модуляции. Там есть встроенный генератор тестовый, тоже это очень удобно для проверки различных шим-устройств. И вход осциллографа. В любой из этих разъемов можно подключить вот этот универсальный кабель. Давайте попробуем подключить его во вход вольтметра. Для того, чтобы войти в режим вольтметра, нужно из режима проверки компонентов нажать кнопочку «Меню». Прокручиваем вправо на одно деление, и здесь у нас есть второй пункт меню, это вольтметр. 1,57 вольта. Ну, это если нам нужно быстро где-то вот замерить напряжение.
Приборчик может осуществлять прозвонку цепей так же, как это делает любой мультиметр. Для того, чтобы активировать эту функцию, войдем в режим тестера компонентов, потом войдем в меню и на один экран вправо, и мы сразу же находимся в режиме прозвонки. Для того, чтобы мы могли это делать, нужно щупы включить в гнезда, помеченные 1 и 2. Как видите, звуковой сигнал идет без какой-либо задержки после касания щупов. На некоторых мультиметрах сейчас есть задержка во время прозвонки цепи, это очень неудобно, но вот здесь идет без какой-либо задержки. Кроме того, экран показывает нам сопротивление цепи. Можно подключить наш провод вот сюда, на выход шим. Выбрать здесь в меню шим выход и через резистор подключим светодиод на выход шим и попробуем поменять скважность выходного сигнала. В данном случае частота у нас здесь 1,5 кГц. Сейчас у нас скважность 0. Начинаем увеличивать скважность и смотрим, как наш светодиод загорается все ярче и ярче. Основная функция этого приборчика — это, конечно, тестер компонентов, но очень хорошо, что есть функция осциллографа. В принципе, здесь есть все необходимые функции, присущие одноканальному осциллографу. Правда, довольно невысокая полоса пропускания, 200 кГц по аналоговому входу у него. Но этого вполне достаточно для проверки, для изготовления, для настройки, для ремонта именно звуковых устройств. То, чем я и занимаюсь в основном. Это работа со звуком. Для тех, кто занимается аудиотехникой, вот этот приборчик просто находочка такая. Маленький, компактный, очень удобный прибор, который сочетает в себя несколько приборов одновременно. Выбираем осциллограф и попадаем в экран осциллографа. В базовой комплектации, которая, насколько я помню, стоила $45, идет только вот такой провод. В принципе, до 200 кГц вот такого провода вполне достаточно для использования осциллографа. Но у меня комплект приборчика, который стоил $50, и вот эти $5 это как раз цена вот этого нормального осциллографического щупа. Поскольку осциллограф у нас не очень высокочастотный, полоса пропускания у него не очень высокая, то главное достоинство этого щупа — это, конечно, входной делитель. При помощи входного делителя мы можем установить коэффициент деления 1 к 10 и проверять более высокое напряжение, например, для ламповой техники. Там действуют довольно высокие напряжения, порядка нескольких сотен вольт, поэтому если вы, друзья, занимаетесь ламповыми усилителями, ламповой техникой, то не пожалейте эти $5 и обязательно выпишите себе приборчик вот с таким стандартным осциллографическим щупом. Он очень вам поможет для настройки именно ламповой техники. Кроме того, для настройки звуковых устройств вам понадобится генератор сигналов, но на первых порах вы можете использовать вот такой генератор, программку, которую можно установить на телефон. В данном случае она у меня стоит на планшете. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что во Владивостоке у меня хорошая лаборатория электронная, там чего только нет, и генераторы профессиональные, и хорошие осциллографы, и все остальное. Но здесь, пока что я нахожусь в Турции, вот у меня есть то, что есть. Программ, которые превращают ваш планшет или телефон в генератор сигналов, довольно много. Я использую вот эту, называется она Dual Channel Function Generator, то есть двухканальный функциональный генератор. Выглядит вот так. На мой взгляд, она очень удобная и одна из самых таких приемлемых. Кошка, не чешись, не чешись, она вот чешет свои ушки. Это кошечка мой друг здесь в Турции. Если вы покупаете вариант с осциллографическим проводом, с кабелем, то он идет вот с таким специальным переходником, который позволяет вот сюда в наш осциллограф подключить стандартный осциллографический провод. Вот такой переходничок. И запускаем генератор. Там у меня стоит синусоида настроена. И видим на экране синусоиду. Можно нажать вот эту клавишу и подержать ее. Тогда появляется экран измерений, на котором показаны параметры нашего сигнала. Напряжение от пика до пика, частота 440 Гц. Это нота ля, скважность 50%, но она имеет смысл, конечно, для прямоугольного сигнала, и различные другие параметры. Напряжение RMS, минимальное значение, максимальное значение. Пользоваться осциллографом довольно удобно. Нажимая на кнопку ОК, мы подсвечиваем то, что мы хотим изменить.
Тот параметр, который мы хотим поменять, подсвечивается синим. В данном случае я нажал один раз кнопку ОК и выбрал вот это положение, позиция нашей осциллограммы по вертикали, по оси Y. Можем двигать нашу осциллограмму вверх и вниз. Нажимаем еще раз ОК. Подсвечивается вот этот параметр. Это чувствительность по вертикали. Минимум у нас 10 милливольт на деление. Сейчас у нас 20 милливольт на деление и так далее. 50 милливольт, 100 милливольт. Здесь уже пошли вольты. И максимум это 10 вольт на деление. Если мы будем использовать пробник вот такой с делителем, то у нас будет 100 вольт на деление. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. С использованием делителя мы можем измерить напряжение до 800 вольт. Соответственно, без делителя, вот с таким простым проводом, до 80 вольт. Поэтому, возможно, есть смысл заказать именно с осциллографическим щупом. Генератор на основе телефона может у нас выдать до 20 кГц. Хотя этого, в принципе, достаточно для работы с любыми звуковыми устройствами. Вот сейчас у нас частота 10,5 кГц. Давайте попробуем здесь раздвинуть осциллограмму. Для этого еще раз нажимаем кнопку ОК и попадаем вот сюда. Это параметр время на деление. Я как раз увеличиваю. Вот. Видим прекрасно нашу осциллограмму частотой 11,5 кГц. Осциллограф тоже измерил частоту. Вот она здесь, 11,5 кГц. Давайте попробуем еще увеличить частоту на максимум. Что дает этот наш прибор? Он дает 22 кГц по максимуму. Вот этот генератор на основе. Генератор под Android дает максимальную частоту 22 кГц. Вот, друзья, где-то 20 кГц это то, что так уверенно и более-менее стабильно дает наш генератор на основе Android. Вот частота 20 кГц. Давайте подключим осциллографический щуп, потому что нам потребуется два провода здесь. Переключим вот этот стандартный провод сюда на выход шим-сигнала, а сюда подключим наш осциллографический провод и соединим их между собой вот таким вот образом. Параметр duty стоит у нас сейчас 50%, это меандр, и можем поменять. Видим, что меняется скважность сигнала. Если нажать и удерживать, то изменения будут происходить непрерывно. Тоже можно использовать для проверки каких-то двигателей. Можно подключить сюда вентилятор с шим-регулировкой и проверить, как он будет работать. Есть такие вентиляторы для компьютеров. У них есть вход шим для регулировки скорости вращения. Так что вот, например, такой вентилятор мы можем проверить с помощью вот этого прибора. Вот такой интересный прибор, друзья. Не думаю, что я все про него рассказал, что про него можно рассказать. Чтобы не затягивать видео, наверное, мы этим ограничимся сегодня. Ссылку на прибор вы найдете в описании к видео. Также там будет ссылка на небольшую статью на русском, естественно, языке на моем сайте. Заходите, смотрите. Оставляйте ваши комментарии, понравился ли вам прибор, стоит ли, по вашему мнению, его приобретать на AliExpress. Мне китайский магазин выслал его на обзор бесплатно. Возможно, я бы купил бы его сам себе. Здесь, в Турции, в отсутствии всего, в общем-то, такой универсальный прибор довольно удобен. Потому что я планирую куда-то переезжать, путешествовать. Возить его с собой довольно практично, потому что он маленький, компактный, удобный, заменяет собой несколько приборов. Конечно, назвать его совершенно полноценным профессиональным осциллографом нельзя. Это такой осциллограф начального уровня с базовыми функциями, но он очень удобен для начинающих радиолюбителей, наверное, и для вот таких путешествий, как я, например, нахожусь в путешествии, но в то же время хочу заниматься радиоэлектроникой, и в дороге очень удобен. Друзья, ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал MBS Electronics, а я с вами на этом попрощаюсь временно. До свидания, друзья. Всех благ.